Было то или не было давно, когда я качала люльку своей матери, жил один падишах. 3 сыновей и дочь вырастил тот падишах. Любил он детей больше власти своей. Не нужен ему весь мир, ни на что он их не променяет. Для матери сыновья были слаще меда, а дочь, что сливки к меду. Только насладиться ими, своим медом и сливками ей не пришлось. Умерла. Дворец оделся в траур. И тогда черный визирь сказал падишаху: «О мой падишах, не вечен мрак черных дней, детям нужна добрая мать, чтоб из всех 10 пальцев излучала свет. Детям нужна добрая мать, чтобы из всех 10 пальцев излучала свет». Нарядил, разукрасил визирь свою черную дочь и отдал ее за падишаха. Отдать-то отдал, но из каждого пальца у нее может заструиться свет, если на всех 10 пальцах дочери черного визиря чернота. Аллах, не дай испытать на себе их зло. Раньше она улыбалась даже рабыням, теперь пришло ее время, и на каждого она разными уловками и хитростями посадила черное пятно. Больше всех досталось сиротке, хуже всех пришлось сиротке. Стала она чернее черного. Водой из 40 рек и то не отмоешь. Недаром учат, наговор опасен, как горные стремницы. Осрамила мачеха сиротку даже в глазах родного отца и добилась, падишах прогнал от себя дочь. Прогнать прогнал, да разве родные братья и сестра расстанутся? По ночам, склонив друг другу головы, горевали вместе. Как-то мачеха подкралась к дочери и подслушала, как ворон набросилась на них она. «Ах вы, горе на мою голову! Опять собрались вместе и сговариваетесь против меня? Постойте, вот я спляшу для вас, чтобы судьба вам улыбнулась». А были, оказывается, 10 пальцев дочери черного визиря не просто черными пальцами. Могли они творить волшебные дела. И вот рано поутру все 3 брата превратились в птиц и взлетели ввысь. А их сестрица с черной судьбой не знала, куда деваться от горя. Смотрит на небо, ждет, но ни шума крыльев, ни дыхания братьев. Все птицы вернулись в свои гнезда, а их все нет. Стал для нее дворец черным подземельем. Или я обойду все горы и найду их, или погибну. Что хорошего видела я, родившись на белый свет? Мне ли бояться смерти? Подумала она и вечером в непроглядную тьму отправилась в дорогу. Мало ли шла, много ли шла. По дорогам, по долинам шла она 6 месяцев и 1 осень и добралась до вершины горы. И черных, и белых птиц расспрашивала она о своих братьях, но никто не мог ей ничего ответить. Улетели они друг за другом, не оставив о себе ни памяти, ни перышка, ни словечка. И когда на горы выпал снег, из глаз сестрицы полились слезы. Горько-горько заплакала она. Да разве услышит и сжалится дочь визиря, чтоб счастье ее обернулось несчастьем? Посмотрела сирота кругом, и что бы вы думали? 3 птицы, все 3 белые, кружатся над ее головой. Вскинула она руки, как дерево ветви, но птицы продолжали кружиться, и ни одна из них не подлетела и не села на ее ветку. Колдовство. Превратила их мачеха в таких птиц, что только с заходом солнца, когда кругом все покрывается мраком, возвращался к ним человеческий облик. Появляется на небе солнце, озаряется земля лучами, расправляют они крылья, улетают ввысь. К ночи 3 птицы стали юношами. Сестра узнала в них своих братьев. Начали они от радости целовать и обнимать друг друга,
а потом стали изливать в слезах все свои горести и печали. Так провели они всю ночь. А когда расцвело, 3 брата сказали ей: «Сестрица, мы устроим себе жилище в местах, где ни птица не пролетит, ни караван не пройдет. По ту сторону горы есть озеро, а посередине озера остров. А на самой середине острова стоит дом, полный аромата сосен и птичьего щебетания. С рассветом мы возьмем тебя на крылья и умчим на остров. Не бойся, мы не уроним тебя, не думай об этом. Наши крылья – крылья братьев, а не руки мачехи». Так благодарили они свою сестрицу Сидев за верность. Рано-рано утром 3 брата, превратившись в 3 птиц, воссоединили свои крылья. Сестра на них, как на ковре, полетела ввысь. Не успела она закрыть и открыть глаза, добрались до острова. А место райское. Но сестрица не глядела на деревья, раскинувшие свои ветки, не дотронулась до плодов сладких, как мед. Только братья, взмахнув крыльями, взмыли в небо, вошла она в озеро. Вода его избавляла от болезни, успокаивала горе. Со словами «чистота, белизна» сестрица Сидев опустилась в воду. Ни на щеках, ни на лбу следа черноты не осталось. И когда братья-птицы, вернувшись издалека, увидели ее белее молока, чище воды, не было конца их радости. «Сестрица, сестрица, белее белого, сестрица, если Аллах исцелил раны, нанесенные тебе мачехой, Он избавит и нас от птичьих перьев, тогда мы всю свою жизнь проведем в этом изумрудном дворце в ликовании». Радовались, пока сон не настиг их и они не улеглись спать. Говорят, с какими надеждами ляжет человек, то во сне и сбудется. Приснился сестре кто-то из 7 святых или из 40 блаженных. «Дочь моя, — сказал он, — если ты свяжешь из травы рубашки и наденешь их на братьев, то всемогущий Аллах снимет с них колдовство, и они снова станут людьми. Но только помни, пока ты не кончишь работу, ты ни с кем не должна говорить. Если сможешь сдержаться, скажи бисмилля и приступай к делу». Проснулась сестрица Сидев и боится поверить своему сну. Можно ли теперь терять время, упускать такой случай? Как только братья улетели, нарвала она травы и стала вязать рубашки. К вечеру вернулись братья, спрашивают Сидев, что она вяжет, а сестра молчит. Испугались братья. Рука черной ведьмы-мачехи до всего дотянется, язык в любом месте достанет. С лица сестры сошла чернота, теперь она своим колдовством поранила ей язык. И принялись, как пчелы, летать с цветка на цветок, собирать лечебные травы. А сестра продолжала вязать, не проронив ни слова. Пусть братья-птицы ищут исцеления для сестрицы. Они не знают о ее сне. Как-то в тех краях появился всадник, сын падишаха. Увидел он Сидев, подъехал к ней и стал спрашивать: «Ты, Роза, с какой горы? Из какого сада соловей?» Но и он ничего не добился. Взглянул и сказал себе: «Эхо, пери». Взглянул другой раз и сказал: «Это не Майя». Сын падишаха полюбил Сидев, решил не откладывать свадьбу. Посадил он девушку на коня и отправился в путь. По дороге навстречу им летели 3 птицы. Они начали кружиться над головой, словно желая укрыть их от солнца. Удивился сын падишаха. Не знал он, что 3 птицы – это 3 брата девушки. Ну что ж, ехали через горы и долины. Не наступил еще и вечер, добрались до дворца. Станет ли перечить падишах сыну,
когда его ожидает такая радость. В тот же вечер ударили в барабаны, начали пировать. Только Сидев не наряжалась, не украшала себя ожерельями, она вязала петлю за петлей, рубашку за рубашкой, чтоб исполнился ее сон. А один из слуг, оказывается, подглядывал за ней и обо всем падишаху доносил. Как-то вечером падишах сказал сыну: «Твоя избранница не пери и не простая девушка, колдунья она, волшебница. Днем прилетают к ней 3 птицы и стучат в окно, а по вечерам зовут ее в сад. Выходит она в эти часы и, набрав травы, возвращается. Кто знает, какое зло она готовит тебе». Сын падишаха не верил, не слушал наветов, но решил сам своими глазами все увидеть. 3 дня и 3 ночи провел он в саду, где Сидев встречалась с братьями и собирала траву. Поник головой сын падишаха, а девушку принялись допрашивать. Бедняжка вязание не бросала, молча роняла слезы. Да но кто будет считаться с ее слезами? Молчит, значит соглашается. Пусть погубит красавицу ее красота. Сказали так и решили снести ей голову. Палач занес топор. «Скажи свое последнее желание». А она молчит и вяжет. «Тогда готовься», – сказал палач. Девушка и тут не бросила вязание. Взмахнул палач, но тут появились 3 птицы, стали кружить над ее головой. Палач не успел опустить топор, девушка кончила вязать рубашки и набросила их на птиц. О всемогущий Аллах! Все 3 птицы превратились в стройных, как тростинки джигитов. Обняли они свою сестрицу, а те, кто видел это, верно за колдовство все приняли, застыли в удивлении. И вот тогда раскрылись уста Сидев, и она сказала: «Палач, не убежит твоя плаха, отведи меня к падишаху, я расскажу ему все. Если он снова повелит казнить меня, то я готова положить голову под твой топор». Послушался ее палач. Со слезами на глазах она рассказала падишаху о кознях мачехи. Падишах видит, девушка Сидев чище изумруда, взял ее за руку и отвел к сыну, а своих дочерей отдал за ее братьев. 40 дней и 40 ночей длилась свадьба. Мачеху их, дочь черного визиря, то ли на 40 частей разорвали, то ли на 40 кусков разрубили. Да-да, зло наказывают, а добрые дела торжествуют. Аудиорассказы от Идемы Илай.